Добрый день, дорогие подписчики. Добрый день, дорогие подписчики, зрители канала. Когда-то в начале лета прозвучал вопрос, как я борюсь с кротами. Сия проблемы не минула меня, они также присутствуют. Ну, вот большие площади, да, и что с ними делать? Решение у меня, пробовал я разные способы. Самый эффективный оказался петарда. Как я к этому пришел? Сначала, вот когда начал создавать площади выравнивания, да, тут же объявился крот. Земля была рыхлая, и он там как дельфин по моим выравниваниям, по моей планировочке, как дельфин там нырял, такая такая сволочь раздражала меня сильно. Встаешь с утра, допустим, а он там 6-7 пирамид сразу. Там кусочка земли-то небольшой, а он сразу 6-7 пирамид наделал. Сильно это меня бесило. Посмотрел способы решения. Смотрю, надо вибрация, чтобы была. Хотел сначала с Китая заказать ромашки на солнечных батареях. Там она раз в 30 секунд там бзз делает. Но бзз это по итогу оказалось тоже бесполезно. Матери заказали мы, и они, во-первых, достаточно быстро сломались. И вот это бзыканье, это, плацебо по большой степени. Вот, что дальше? Думаю, буду использовать силу ветра. Поставил эти штыри, уплотнил землю и нарезал на бутылках лопасти. Все, одел. Барабанит, все, ветер дует, барабанит, красота. Думаю, наконец, сейчас вот заживу. Так вы понимаете, что крот сделал пирамиду прямо под этой палкой, под вибрационной, да, которая вот барабанит. То есть ему вообще наплевать на вот эти барабанения все. А кроме дискомфорта, что он целый день тебя молотит, вот этот ветер дул, он крутится, херня полная вообще. Вот барабанья вот эти стоят у людей, тоже крутятся, уже у многих уже не крутятся. Бесполезно. По большому счету, кроту до вот этих барабаней нет дела. Если это не мотоблок барабанит, а барабанит бутылка на палке, то нет дела. У соседа кот, британец, ловит кротов. Вот такого вот надо охотника. Тихо. Перестань. В общем, палки эти 5-6 штук я поставил на площади примерно в 15 квадратов. Я 5 палок поставил, бесполезно, вообще никакой реакции, им все равно. Думаю, что же делать дальше? И тут где-то я читал серные шашки. То есть серные шашки это обычные, как размеры с петарду, с большую, только там сера насыпана, и поджигаешь ее, она там, и закапываешь. Она дымит, и, получается, заполняет туннели дымом серным. И они якобы боятся этого. Не знаю, купил я 5 штук этих серных шашек. Большого толку я с этого не заметил вообще. То есть, через какое-то время они все равно вернулись. Вот серные шашки для меня были бесполезные. Они, возможно, кому-то помогают, я не буду отрицать их влияние. По мне, так они тоже так. Толку с них я не увидел. И решил я тогда попробовать, думаю, петарды. Вот петарды, это действительно, ребята, оказалось очень эффективный способ борьбы с кротами. Но не без нюансов, как обычно. Как только я начал использовать петарды, площадка очистилась от крота полностью. Я вначале просто закидывал петарду в норку, то есть лопаткой, слегка приоткрыл, нашел норку, закинул туда петарду и все. И это весьма эффективно оказалось. Но недешево. Я брал Корсар 6 петарды, такие большие. С площадки крот ушел. Со временем наработал опыт с этим. В чем заключается опыт? Самое идеальное, во-первых, петарды не обязательно брать самые мощные. Вообще лучше их использовать по-разному. Допустим, Корсар 6 петарду можно брать, когда крот свеже выкопанная норка, пирамидка, и он еще рядом. Вот это вот лучше всего. Вот я один раз подловил, даже не один раз, я иногда умудрялся подловить, смотрю, пирамида образовывается. Я быстро вскрываю пирамиду, нахожу норку, закидываю туда петарду и закрываю досочкой. Это я сейчас продемонстрирую все. Смысл в чем? Звуковая волна от взрыва убивает крота, и он там и остается. Вот пару раз, может не пару, я уже не помню, были случаи, что я так хорошо подловил, что потом крота вообще очень долго не было. Месяц, наверное, спокойствие было. Потом новые поколения подползали. Если сомневаетесь, что вот как у меня здесь пирамиды все ночные, то тут уже как бы по стоку по скоку. И опять же, надо примерно знать, желательно знать, откуда они ползут. Но я думаю, каждый на своем участке примерно понимает, откуда все зло берется, это ползучее. Я сейчас продемонстрирую. Вот когда 3 пирамиды в одном месте, нет смысла 3 взрывать. Надо выбрать какую-то одну. Допустим, я знаю, что крот ползет от низа. Не с той стороны, а ползает по низу. То есть самое эффективное мне будет взорвать вот соседнюю
соседнюю пирамиду, наверное. Ну, я взорву сейчас все просто так, по приколу. Петардами как? Мелкие петарды можно использовать для запаха и для, опять же, как работает как серная шашка. Ну, опять же, и испугать крота. Это мелкие, а если вы подловили крота, когда он только создает пирамиду, можно крупную использовать, чтобы там садануть ему. В общем, еще был момент. Вот я как раз нашел ее, вот она. В детстве, помню, маленький был, и дед вынул картоловку. Вот эта картоловка называется, если кто не знает. Она работает по принципу установки в туннель ее в таком виде. И, получается, в нору поставил, крот ползет, упирается мордой в эту часть, и она, вот он ползет, упирается, и она срабатывает и как бы душит его. В детстве я помню, что дед словил на такую, ну, там в советах были другие немножко они, на такую картоловку крота. И я, увидев в продаже картоловки эти в магазине, купил аж 8 штук на радость. Бесполезно. Вообще. Ни одно. Крот, он просто обходит картоловки по боку, и все. Наловлю сейчас кротов. 8 картоловок, 8 кротов сейчас ловлю. Ни одного. За прошлое лето я ни одного крота на эту картоловку не словил. А возни по установке с ними очень много. Отпугивание либо уничтожение крота – это петарды. Вначале я, как повторюсь, уже просто их закидывал. Потом я начал накрывать. Выкапываю вот пирамиду, к примеру, берем. Если все идеально срабатывается, даже взрывной волны не слышно. То есть смысл в чем? Вскрываем пирамидку, ищем, где тут у него вход. Бывает, даже не нахожу входа, тогда просто закапываю. Как повезет. Вот в этой пирамиде я входа не нахожу. А нет, нашел. То есть просто в ямину положить не получится, в ямку. Надо именно в идеале вообще в туннель заложить взрывчатку. Желательно, опять же, чтобы не один был вход, а туннель найти. То есть вот он там на поворотах может быть. У любой пирамиды должен быть и вход, и выход. Но пока что я только нахожу, ничего не нахожу. Ну нет, я, наверное, не буду сейчас. В этом туннеле бесполезно, не буду ничего взрывать. Будем соседский искать. Вот, здесь я сразу нашел проход, ведущий в ту и в эту сторону. Получается, этот проход как раз направляется сюда. Здесь тупиковая ветка и, соответственно, бесполезно. Так, следующий этап. Следующий этап у нас заключается в использовании петарда. Если шнур достаточно длинный, ну, короче, можно по-разному. Попробую я сейчас вот так вот. И закрываем сразу все, засыпаем. Что я сейчас сделал? Заложил петарду и накрыл доской, чтобы взрывная сила петарды пошла, испугав крота, либо убив его. Доска чуть-чуть вообще надо пошире, это у меня узковатая доска. И потом, чтобы вонище серное не выходило, сразу землей мы это закапываем. Вот таким способом я борюсь с кротами. Считаю этот способ наиболее эффективный при борьбе за наше беспирамидное поле. Сейчас вот посмотрю, куда здесь уходит. В этой пирамиде уходит норка. Ну вот в этой пирамиде, опять же, не могу найти нору. Нашел я здесь также крота. Удалось вскрыть пирамиду. И, соответственно, приступаем уже сразу к части подрыва. Вот, сейчас взрыв был очень такой тихенький, что говорит о том, что в туннель ушел. Когда туннель плохо скрыт, тогда взрыв такой громкий может быть. Вот, и малоэффективный. В данном случае все лучше. Вот здесь туннель сразу скрылся. Но всегда должно быть два прохода. Вскрываете пирамиду, либо проход как поворот, либо вот здесь проход как поворот. Вот я сейчас рукой нащупал сразу два прохода в две стороны. Вот это лучше всего тогда использовать петарды в этих местах. Можно использовать палочки, не обязательно вот как я. Так мало времени оказывается. Лучше использовать какие-нибудь палочки. То есть я даже Корсар 6 я влаживал и потом использовал бамбуковые палочки от суши, чтобы поджечь фитиль.
Ну, времени достаточно, чтобы, в общем-то, использовать это. И даже таким способом, хотя и не совсем, наверное, безопасным. И чтобы сера не выходила, сразу засыпаем все это дело. Ну, в общем-то, по короту все. Если пирамидка свежая, желательно использовать большие петарды, чтобы уже наверняка его там заглушить. Если пирамида уже там час-два прошел, ну, тут уже можно средние использовать. В любом случае остается либо удар идет по туннелю и запах остается, в любом случае они будут эффективны. Ну, просто большая петарда лучше работает. Это у меня Magnum, 20 штук, там 400 рублей России, либо 14 рублей белорусских, по-моему, стоит. 14-13, что такое. Острая лопатка, металлическая желательно, чтобы вскрыть аккуратно. Ямку на глубину где-то сантиметров 15 выкапываете и рукой проверяете туннели. Желательно там, ну, чтобы был свободный туннель с проходом. Не один вход. Там рукой нащупаете, там крот идет, он может повернуть как раз в пирамиде. Либо, если он тут дошел и ушел, то есть, ну, уже как-то меньше эффективности, я считаю. Лучше, когда какой-то сквозной туннель. Вход-выход с разных сторон, либо на повороте, там разберетесь легко. Считаю способ с петардами самый эффективный. Коротоловки, как я уже говорил, бесполезные. Бзыкалки, палки с бутылками бесполезно. Все это бесполезно. Все это не работает. В моем случае. Может, если кто-то там весь все устелил этими бутылками, может быть, у кого-то что-то и сработает. Так же, как я еще делаю. Помимо петард, я каждый день, желательно это делать каждый день, обхожу просто участок. Я знаю, где у меня кроты, где они роют пирамиды. Если вы не даете кроту расползтись во все стороны, да, каждый день я затаптываю пирамиды. Я не каждый день взрываю эти пирамиды. Я использую петарды только лишь в том случае, когда приближаются к тем местам, которые я вообще категорически запрещаю к рту входить. Да? А так просто я хожу и затаптываю каждый день пирамиды, и желательно там еще промять землю, вот где к пирамиде вход. Пяткой стукнул, земля провалилась. Вот этот метод тоже. Если не вмоготу петарды, либо просто обход территории, затаптывание пирамид. Ему каждый раз, кроту, надо каждый раз делать новую пирамиду. И если вы ее затаптываете ежедневно, он будет, опять же, идти и ее вскрывать, а не создавать новую. Если он сделал одну пирамиду, он сделает еще. И в итоге там все поля и все в пирамидах, там 30-40 пирамид. И потом затоптать это много времени займет. А если вы топчете постоянно пирамиды, то новые, в общем-то, не появляются. Ну, я, в общем-то, закончил. Итог. Петарды – самый эффективный способ по отпугиванию либо уничтожению крота. Второй способ – затаптывания. Все это работает в комплексе. Каждую пирамиду не взорвешь, это и финансово накладно все время. Так что прошел, затоптал, если пирамида стала ближе находиться, чем нужно. С кротом у нас паритет такой получился. Если он роет пирамиды в тех местах, где они и были, не заходя на мою территорию, а только по границе где-то там, я их просто затаптываю. Как только крот объявился внутри моей границы уже, прям так зашел так в наглую, да, вот я тогда уже использую тяжелую артиллерию, это петарды. Все. Все остальное считаю бесполезным. Эти трубы, которые устанавливают, это ж попробуй эту вскрой нору кротовую, аккуратно, да, чтобы она не обсыпалась. Вложи там эту трубу. Это на словах кажется легко, на деле даже установить вот эту картоловку проблема. Тогда же вскрыть пирамиду кротовью, найти нору, чтобы туда петарду положить, это и то не всегда получается. Так что вот так, считаю петарды и обход самыми эффективными способами борьбы с кротом. На этом все. Стоп! Ну, не бойся, молодец. Молодец, не бойся. Сидеть. Не бойся, все хорошо, молодец. Сидеть.
Ну что ты, ну. На. Цуп. Сидеть. Туп. Сидеть. Сидеть. Молодец. Туп. Ко мне. Ко мне. Ну что, ты боишься? Не бойся. Нормально все. Все нормально. Ну, все хорошо. Довольно громкие петарды. Magnum 20 этот. Так что можно использовать для крота. Один. Ко мне.